Начинается. Всем доброе утро. Учитывая, что у нас сегодня ночь была неспокойной, мы сидели две стены, 4 угла. Да, Жорик? Жорик, конечно, всем передает привет. Он, конечно же, не выспался, поэтому сегодня такой взбалмошный. Ну, как, в принципе, и всегда, да? Как и всегда. С утра уже натворил дел, но он у нас такие дела как бы активные свои начинает, как только кто-то первый проснется. То есть мы сами виноваты в наших ранних подъемах и в подъемах Жорика ранних. То есть он спит, пока кто-то первый не встанет, да? Провожал на работу папу, потом Костя в школу проснулся. В общем, Жорик со всеми вместе просыпается, да? Такой ведь кудлатый весь сегодня. Надо будет сегодня позвонить в ветеринарку, узнать. Нам дали номер, не номер, а имя хорошей девочки. Давай я тебя расчешу, давай. Настя ее зовут, которая может ушки нам почистить, коготочки нам подстричь. Ну, не знаю, еще может рано коготочки. Нам только... Жорик, а сколько нам с тобой? Какой у нас возраст? Ты у нас 20 мая, да? Ну, нам 4 месяцев еще нет. Нам нет еще 4 месяцев. Нам даже 3,5 нет еще. Видите, ну вот как. Сейчас я сниму. Видите, вот когда начинаешь расчесывать, он начинает играться. Жорик, не кусайся. Вот это я не знаю, как его отучить от того, чтобы он перестал прикусывать руки. Надо. Это срочно к специалисту. В общем, у нас сегодня куча дел. Так что всем хорошего дня и прекрасного настроения. Нам, наверное, с Жориком сегодня надо будет пересадить орхидею, но пересаживать так, чтобы Жорик не слишком участвовал. Только так, опосредованно. Вот, ребята, я его причесала, он стал такой красивенький, гладенький. Так, Жорик, видите, вот такой вот весь стал. Нет, не хавкай. Это я вытащила лимошу, чтобы помыть, спустила ее. И тут начинается. Здравствуйте, я ваша тетя. Мы любим птичек. Доброе утро. И начинается вот это вот чудо в перьях. Прям вот не может, чтобы с Лимошей не поскандалить. Да, Лимош? Да, скажи, что ты там своим хвостом машешь? Да, Лимоша может тебя вот так вот клюнуть, и все, и будешь знать. И будешь знать, кудлатый. Видите, что творится? Ну, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Гляньте, гляньте, что делается. Так, не пугай мне птичку. Не пугай. Ты стресс птички делаешь. Что это такое? Нельзя делать птичке стресс. Да? Лимоша кушает яблочко. Сейчас мы Лимошу наверх поднимем на ее место. И она будет себе там играться. Девочки, вот эту штуку тягает целое утро. Целое утро. Все. На, иди сюда. Гляньте, 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 гляньте. Прям ужас какой. Все, идем, пошли. Понесли Лимошу. Понесли. Да, пошли. Гляньте, гляньте, бежит. Так, заграждение пока цело. Пока цело заграждение. Так, спокойно. Все. Лимоша, ты спасена. Ты спасена, птичка. Птичка спасена. Или давайте я предложу дракошу. Вот так вот. Нет, не то пальто. Не то пальто. Ты такой с утра, девочки, до обеда это огонь. После обеда все. После обеда уже сил нет. Ничего не интересует ни провода, ни птички, ни цветочки. До обеда куча дел. Вчера, помимо того, что сделали баррикаду вот эту, еще заклеили порог, потому что начал вот этот утеплитель на пороге снизу просто кусками отрывать, и хоть ты плачь. Ты можешь это? Жорик, идем. Жорик,
Давай что-то тебе еще предложу интересное. Надо с чем-то занять это подрастающее поколение. Когда мы поумнеем, мы не знаем, мы пока играем. Да? Пойдешь к дрессировщику, кинологу, она тебя научит жизни. Ты только обещаешь. Девочки, вот ручки прям вот эти с удовольствием их грызет, с удовольствием. Хотя игрушек море разных. Но, как обычно бывает, не так сильно интересно. Она тебе веревочку. О, слышь, мама придумала. Вот эти всякие веревочки. На, Жорик, смотри. Ага, видите, даже веревочку не хочет. Нужно птичку. Нужно птичку и все. Сколько дел. А вот надо нам рыбок покормить, Жорик. Рыбок мы не покормили. Надо кормить рыбок. Рыбки уже тут выстроились в ряд. И кушать они хотят. Все хотят кушать. Вчера смотрела видео про собачек этой породы. Ну, это ж не порода еще, это еще гибрид. Вот это вот гибрид. Так вот, рассказывает заводчица, что первой, вообще это касается всех собак, рыбкам вообще чуть-чуть, первым надо кормить не щенка, а себя. Так как в стае, а у нас теперь, извините, стая, в стае сначала едят самые недоминантные, ну самые главные, короче, особи. А мы должны ему показать этим, что мы главная особь. Но у нас так не получается, да, Лимош? У нас так не получается. У нас получается, что вот эта особь кушает первая. Да? Да, Лимошка? Девочки, в нашей обороне обнаружена брешь. Вот здесь, вот в этом месте, он вот в эти вот, ну, вот в эти вот прорези пролезает и там орудует. Поэтому надо взять этот желтый материал и еще здесь, на этом уровне, сделать обвязочку. Да? Красавчик. Красавчик с галстучком. Да? И хотела же вам показать, знаете что, пока мы были в Карпатах, я же перед самым отъездом сделала заказ и заказала новую орхидею, новый вид орхидеи. Иди сюда, иди сюда. Жорик, видите, вот видите, где брешь. Жорик, фу, нельзя. Жорик, нельзя, 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 не надо. Идем сюда, иди. А где мячик? Пошли мячик искать. Девочки, еле достала под комодом мячик. На, боялся его. На, беги, скорее. Я отвлеклась. Так вот, бери мячик, давай, бери. Новый вид орхидеи. По-моему, это максилярия. Я напишу вам полное название на экране этой максилярии. Купила ее, ребята, не поверите, за 170 гривен, эту деленку этой орхидеи. Сын говорит, когда она приехала, она вообще вывалилась из горшка, была посажена в какие-то камешки непонятные. Корней вообще не было. Корней не было. В общем, я ее посадила в мох. Вот она у меня же в мхе. Надеюсь, что скоро появятся корешки. Ну, по отзывам, это очень вкусно пахнущая кокосом орхидея. Что мне так захотелось. Я посмотрела видео на ютубе у орхоманов-любителей. И растет она вот такой, знаете, как надстройкой все выше, выше, выше. И одинокие такие цветочки выдает. А бульбочки как-то вот так вот рядами располагает. И потом она очень ароматно и так прям настойчиво пахнет кокосиком. Так что поздравьте меня с новым видом орхидеи. Надеюсь, у вас тоже такие есть всякие штучки. Напишите, какие у вас есть максилярии и действительно ли она так вкусно пахнет кокосом, как все рассказывают. Ну, говорят, там пинаколада, сразу такое настроение, хочется на острова, на отдых. Ну, это прикольно. Девочки, вот вы не поверите. Ну, вот вы не поверите, все игрушки в зоомагазине такая фигня по сравнению со спринцовкой. Ну, он, конечно, быстро надоедает. Ну, берет ее так за носик,
и тягает. Тягает. Она удобно так взяли и понесли. Повторюсь, спринцовка использовалась только для полива орхидей. Ой, это чудо. Может быть, ему удобно была бы маленькая. Потому что такая резина не травмирует. И сейчас она его замучает, эта спринцовка. И он уляжется, я сяду есть, он уляжется и будет у меня в ногах дремать. Расчесались мы, протерли глазки. Сегодня наберем Настю из клиники. Надо будет назначить встречу, познакомить этого парня с прекрасной Настей. Хорошие отзывы о девочке, которая коготки хорошо стрижет и все делает, все уходовые процедуры. Господи, ох ты, Господи. Попей водички. Журик, попей водички. Девочки, пришла поливать орхидеи. Журика отправила. Слушайте, вот мой кондиционер все еще капает, никак мы не доберемся. Но сейчас пока не капает, не доберемся до его починки. Тут было прохладно, а сейчас опять тепло. Короче говоря, надо почистить. Думали, уже не будем включать. Нет, опять стало тепло. Так, Жорика я убрала, потому что он, смотрите, что я здесь сделала с фикусом. Он запечатан и готов к отправке. Потому что Жорик оттуда тырит кору, не кору, а землю, камешки, в общем, не знаю даже, что делать. И теперь он взялся здесь, за замиокулькас. Он, видите, насорил, бегает, тут все ворует, грунт, там кора сверху, в общем, все ворует. Вот эту, девочки, красоту надо пересаживать мне уже все. Будем перебирать корешки и будем ее уже, конечно же, обрезать цветонос. Слушайте, моя котлея, надо убрать этот лист, ее тогда повредил вредитель. Но вот после обработки новые росты вроде бы растут чистенькие. Ой, Журик, это капец. Отправила сейчас пока его в другую комнату вместе с Костиком. А сама занимаюсь поливом. И уже смотрю, кто здесь отцвел. Убираю листья желтые. Вот этот еще никак не убирается. Вот этот цветонос надо сейчас у розы снять. Она растит новый листик. Та, которая хворает. В общем, сейчас обрежу ей цветонос этот. Пусть отдыхает. Единственный, кто меня цветет и радует, вот этот красавчик и вот эти красавчики. Сердце дракона вот такое. Так, ну пока не течет. Наверное, влажность не сильная. Успевает еще стечь. Да, Жорику бы коры погрызть. Он же грызет и потом это все глотает. Потом еще заболеет. Зачем нам лишние проблемы? Хотела вам показать, как неплохо наращивает в гидропонике. Ой, капает у меня здесь корешки. Вот это растюха. Это Halkastylus Sunlight. Сидел. И, в общем-то, в гидропонике, это я много налила, тут течет вода отсюда. В гидропонике вот он так неплохо начал осваивать горшочек корешками. Там уже где-то, сейчас не видно, корешки уже вниз ушли. Так, розеточка растет. Надеюсь, что, может, в следующем сезоне уже процветет. Очень надеюсь. Хотелось бы увидеть. Розочки прям цветонос обрезала под самый низ, потому что пусть отрастает, обрастает листиками, корешками. Корней прилично, в принципе, а листики надо нарастить. Ну, заболела моя девочка. Девочки, вот Жорику, ему вот цветочки падают сухие от орхидей, там, ему вообще не интересно. Ну, вот листик от картона ему понравился вчера. Не в плане на вкус, а в плане поиграться. Ну, для него вот найти керамзитину, найти кусочек коры, но это просто верх удовольствия. Так, видите, вот корни сухие,
наливаю, пока вот там внизу не будет водичка. Вот так вот можно в одно место лить. Не бегать по горшку вот так, а вот так. Наливаю, да и все. Добавила немножко удобрения. В общем, кору он просто ворует у меня с горшков, там, где может добраться. Это просто трэш. Такой шкодный, девочки. Но главное, чтобы не заболел, чтобы не наелся всякой гадости. Все-таки кора обработана. И вот эти вот, смотрю, тащат из горшка и кока-чипсы. Боже мой. Это капец. Ой, начала течь. Ну ладно, перестаралась. Так, что тут осталось от моей принцессы? От моей принцессы вот такая несимпатичность осталась. А давайте мы эту несимпатичность все-таки срежем. Хай она тоже нарастает. Ой. Вот у Наташи я не буду срезать, пускай будет. У нее такой цветонос, который не намного цветет цветочков. Здесь тоже уже суховато. Просматриваются корни. Не намного цветочков у Наташи цветет. И он доращивает она его. Но потом она может взять. Кстати, тут полностью мох, вот внизу дренаж из керамзита. Я вот так тоже в одну точку лью. Главное, чтобы там появилась водичка внизу. И уже там не сильно и видно, но потом видно, вот что уровень где-то сантиметра на 2-3 оставляю. И потом распределяется по мху. Так. Видите, одной бутылки литровой на небольшое количество орхидей хватило. Что такое? Вот когда уже становится мало воды, уже плохо подсасывает. Да, девочки, у нас дома маленький ребенок. Вот пошла, вижу. Все, вот уровень, все достаточно. Так, Наташу тоже сейчас польем и пойду новый разводить. Новую порцию разводить. Наташу тоже. Ну, я, бывает, Наташу с двух сторон поливаю. Так, ребята, у нас на повестке дня сегодня пересадка вот этой красавицы Леди Мармелад. Короче говоря, в чем причина? Причина в том, что начала терять тургор. Видите, у орхидеи лист не должен так сворачиваться. Новенький лист нормальный. В общем, такая она. И мне кажется, что давно пора ее пересадить. Мне кажется, что большой ей объем. Мне ее прислали, подарили. Ну, тут, мне кажется, она скинула часть корней. Ну, вот такое у меня ощущение. Часть листьев она потеряла. В общем, надо с этим что-то делать. Но прежде чем начну, выпью травяной чаек. В общем, сейчас буду ее вытряхивать. У нее здесь меленькая кора, но есть, вижу, и большие кусочки коры. Посрезаю. Давайте сразу срежем все эти цветоносы. Они ни к чему ей сейчас. Так, раз. Цветение уже, в принципе, закончилось. Так, цветоносы пока сюда положу, потому что сейчас Жорик, если их обнаружит, это перекись водорода 3%, то будет очень рад и утащит их к себе куда-нибудь. Так, сейчас я это дело. Видите, я даже большую такую тарелку приспособила под нее, но мне все равно не нравятся ее листики. Как-то вот она вроде растет, но вот что-то вот она, видите, корешки куклит. Посадим ее в закрытую систему с крупными кусочками коры и живым мхом. Да? Так и сделаем. Готовила кулек. Сейчас буду ее вытряхивать, ребят. И просмотрим все ее корни. Она у меня, наверное, уже больше года. Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Ну и вот я сыплю кулек часть грунта. Ой, походу можно даже доставать вот такие хорошие коринки. Видите? Они нам пригодятся.
для нашей посадки. Но я потом переберу. Здесь хорошая кора, которая нам пригодится. Я думала, тут совсем мелкая кора, а она не совсем и мелкая. Вот видите, какой корневой ком. Коковолокна есть немножко вот в корнях. Мох слегка. Посадка пахнет обычным таким, как все посадки, пахнет обычно. Корни, в принципе, все плотные. Куски прям коры есть большие. Не знаю, чего она стала так себя странно вести. Ну вот есть участки корней, которые можно убрать, сухие, да? Но сказать, что прям совсем плохая картина по корням, я бы не сказала. Чего она вот эти верхние, видите, вот так позакукливала. Что-то ей не нравится. Чего-то ей не нравится. Так, вот здесь вижу плохой корень. Исследую, откуда он идет. Это вот где-то здесь. Ищу перетяжку и отрезаю. Так. Ну вот, ну этот плотный. В принципе, очень даже неплохо. Только непонятно, почему у нас такая ситуация, что сбрасывает листья. Сейчас чешуйки уберу отсюда. Как-то странно. Корни плюс-минус в хорошем состоянии. Да, они уже там постарели, но они плотные. Да? Видите, вот даже держится как кора. Даже не понимаю. Может, большой вазон? Да нет. Вот эту часть срезать. Можно вообще остаться. Вот если обновить, вот здесь отрезать, то основная масса корней уйдет. Я думаю, что ей лучше не станет. Значит, мы это делать не будем. Так. Слив бы не засорить. Ну, видите, что происходит? И вроде вот все неплохо, и все нехорошо. Да? Да. Я думаю, что если я чикну вот там даже чуть-чуть, то вообще оставлю без корней. Так, вот это что за корень? Вот этот корень можно срезать. Какой-то он не очень. Сейчас, девочки. Ну, ревизию корней все равно сделать надо было. Вот этот какой-то такой себе. Откуда он идет? Вот отсюда. Да, даже видно, что... Не, ну вроде зелененький. Не все так плохо, как казалось. Так, сейчас я посмотрю, во что бы ее посадить. Но этот горшок для нее, мне кажется, большеват был. А может и нет. У меня здесь есть горшочек. Но он очень минималистичен для нее. Очень мал. Очень мал. Так что, опять ее отправить в этот вазон, только выровнять, как вы думаете, обложить корнями и мхом. Слушайте, ну удивительная орхидея, взрослая. От чего тургор-то теряет, непонятно. Либо корням, вот этот корень плоховатый, либо корням сухо слишком, или что, я не пойму. Я не пойму. Вот так бывает. И не поймешь, почему так. Да? Из-за того, что она вывалилась, она
Она прям с кусочками этими. Я ее сейчас вот так усажу поглубже. Я ее прям вот прокручу. Утоплю ее в горшок. Да? Правильно? Ну тогда получается я буду использовать те же ингредиенты. Вниз буду выбирать вот эти куски коры, которые ее уже были. Просто я ее немножко посажу глубже. Да и все. Вот эти какие большие куски коры. Они будут фиксировать ее корни. Ого, смотрите какие. Ого. Вот так вот. То, чтобы ей было там чем дышать. Хорошая кора, еще в прекрасном состоянии. Ну вот корни вот сами по себе, они какие-то, нет в них жизни, нет. Я думала, у меня начнет растить, знаете, хорошую корневую. Но она, ее вообще не растит. Понимаете? Подавала корни сверху и куклит. Так, ну этот мох уже я не буду брать, хотя вот здесь вот есть кусочек живого мха немножко. Сейчас свой возьму, который из Карпат. Вот возьмем своего мха, собранного с любовью. Он у меня вот так в холодильнике и в пакетах. Немножечко попрокладываю в середину посадки, как бы, чтобы там был такой, знаете, влажный эффект. Но я ожидала увидеть другое. Я ожидала увидеть сгнившие корни. Может, и наоборот у меня сухо сильно. Она у меня стоит у младшего сына в комнате, и там суховато. Может быть. Ну, я так вот вдоль стеночки шапочками вверх напихаю. Не знаю, ребята. Не знаю. Может, даст от шеи корневой рост. Она-то дала, но она не хочет их нормально растить. Кусочки коры туда забросаю покрупнее. Прям в корне, в середину. Может, действительно я ее не дополивала? А? Девочки, какие ваши мнения? Ну, вот сейчас срезала цветонос. Она вот у меня дала новый цветонос. Все, казалось бы. Ну, мха добавим. Будет двухкомпонентная посадка мох-кора. Может, ее надо было замачиванием поливать. А я так проливом. Кора, кстати, вижу, не сильно разработана. Наверное, надо ее замачивать. Хотя я никакие свои орхидеи не замачиваю. Все у меня поливаются проливом. И до свидания. Здоровяка. Здоровяка взрослая. Ну, положим сверху больше мха. Девочки, несколько ночей подряд не высыпаюсь. Из-за того, что тревога, шахеды, то какие-то мысли. И что-то прям голова кружится. Надо взяться за то, чтобы наладить сон. Раньше ложиться. Ну, позже вставать не получится. Теперь дитё. Дитё встает раньше, хотя может и поспать вместе с нами подольше.
Мы начинаем уже ворочаться, встаем. И дитё тоже, ну, на работу ж Сережа. Дитё поднимается. Плюс это вот простыло. Видно, какие-то начались последствия, бо я на ногах. Девочки, я выбираю ее коринки вот отсюда. Думаете, откуда я беру кору? Да вот хорошая кора у нее тут, в принципе. Просто мох добавила, просмотрела корни, добавила мох. Вот же еще. Значит, буду замачивать. У нее нет кашпо, у меня ничего такого нету, куда ее погружать. В какую-то кастрюлю. Вижу, здесь даже есть этот самый чипсы. И вижу, что они очень сухие. И это говорит о том, что все-таки не хватало влаги, скорее всего, растению. Поэтому и такая картина. Я совсем вот такой вот прям мелкую кору не буду ложить. Я повыбираю такие кусочки. Здесь, по-моему, даже... А нет, это не уголь. Или уголь есть. Чем-то, знаете, на что похож этот субстрат? Раньше я высаживала в него. Как же? Ови. На ови похож. Да, похож на ови. Скорее всего. Ну, он с чем-то подвешен. Ови с чем-то. Я раньше тоже пользовалась. Там и уголь идет, и чипсы, и кора, чипсы, уголь и мох. Вот похоже, очень похоже. Я вот так вот выбираю. Сейчас заложу. И сверху, может, даже сделаю шапочку из мха. Для того, чтобы... Жорик не воровал коринки. Нет, для того, чтобы здесь было... Чтобы влагу сохранять на поверхности. Чтобы корешки все-таки захотели не куклиться, а чтобы они росли. Так, мне кажется, это будет правильнее. Вот она у меня теперь ровненько, не тянется, никуда не падает. Там у нее места такое, света мало, что она, наверное, опять ляжет. Больше некуда поставить. Так, все, девочки, сейчас доделаю и покажу, что получится. Так, ну вот так я насыпала, ребят. Осталась вот такая вот мелкая кора. Я ее использую, знаете, куда? Думала выбросить, а потом думаю, ну есть же бульбовые. Оно другой раз... Вот я сейчас повыбираю еще вот эти. Сверху положу чипсами. Слушайте, а чипсы, по-моему, я добавляла сверху. Это, наверное, я насыпала. Все такие хорошие кусочки чипсов хорошие. Да я сверху сыпала всем орхидеям. Ну, что-то не помогло. А это я, короче, высушу. И для орхидеи, да, которые вот морковки, вот катасетуму, если надо будет пересадить. Вот оно самое то, вот это вот. Самое то, что добро выбрасывать. Так, ну и надо сделать вот сверху. Но я сейчас посмотрю, какой у меня мох есть. Такой, чтобы сверху заложить. У меня есть прошлогодний мох. Тоже там же на дверце холодильника. Я его сейчас вот так уложу по кругу. Он без шапочек. Новый с шапочками. А этот без шапочек. Я его сейчас вот таким слоем. Он потом, конечно, возьмется такой соломенной шляпой здесь. Ну, шапочка такая будет. Пока он, знаете, влажный, он такой приятный. Но буду увлажнять. Вот. Замульчируем это дело. Думаю, что это правильно. И вот если пойдут корешки с верхнего яруса, то им будет приятно расти в мох. Ну и надо, естественно, почаще здесь проливать, увлажнять мох.
Ну и не знаю, посмотрю, как будет себя она чувствовать. Вроде и рыхленько получилось, да? Ой, тяжелая такая, девочки. И рыхленько, и вкусненько. Так, сейчас поубираю здесь. Помою эту тарелку и опять-таки поставлю в эту тарелку. Вот нет у меня такого широкого, небольшого, ну, такого, знаете, подставочки. У меня даже таких горшков никогда не было широких, больших. Такой хороший горшок. Не знаю сколько. Литра 3, наверное. Вот такая, девочки, наша сегодняшняя история. Завтра уже замочу и полью замачиванием. Итак, оставлю, может, минут на 20, чтобы постояла в водичке. Возьму тазик, налью и так, чтобы вот так вот воды, и пускай кора хорошенько разработается. Вот такая вот наша история сегодняшняя. Жорик пропустил все наши мероприятия по пересадке орхидей. Спит дитина, спит, устал. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего самого-самого наилучшего. До встречи в комментариях.